Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева. Вы на моем YouTube-канале, и сегодня у нас интервью. Я поговорила с Тали Грин, которая руководит организацией «Учителя для детей Украины». Тали всю свою карьеру проработала в образовании в разных странах, в Германии, в Израиле. И в этом интервью мы очень много говорили о том, как поддержать детей в непростых условиях современной жизни, как академически, так и эмоционально. И прежде чем начать, я хотела вам напомнить, не забывайте подписываться на канал. Если вам нравится, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте свои вопросы, мы с удовольствием с вами пообщаемся. А теперь приятного вам просмотра. Таля, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, расскажите немножко о себе. Где вы родились, чем вы сейчас занимаетесь, чем вы занимались по жизни? Да, меня зовут Тали Грин. Родилась я в Киеве и в 15 лет уехала в большое плавание изучать мир, политологию в тот момент. Моя жизнь с политологией и социологией, которую я изучала в университете в Чехии, она длилась не так долго, потому что меня всегда очень интересовало образование детей, и мой личный опыт в образовании в своем личном с раннего детства очень сильно повлиял на мой выбор. Вот, и сейчас я пришла в точку, где должна была быть, мне кажется, всегда. Это работа с детьми, работа в непростых ситуациях и обстоятельствах. Сейчас я руковожу проектом, который называется Teachers for Ukrainian Kids, зарегистрированный в Германии. Мы работаем с детьми, которые были вынуждены уехать из-за войны, и сейчас они проживают в разных странах. Вот, и мы им помогаем. Это сейчас то, чем я занимаюсь. Да, и, собственно, из-за проекта я вас нашла, и о проекте мы сегодня поговорим очень подробно. Спасибо большое за то, что вы делаете. Я нашла изначально ваш сайт, почитала, это, конечно, огромная миссия. Спасибо, что решили присоединиться к нам, Наталья. Очень ценю. Да, да, я с удовольствием. Но для начала я хотела вас спросить немножко такой вводный вопрос. У Мгм. вас больше 10 лет опыта в образовании, и я хотела бы спросить, а может быть, каких-то важных моментах из вашего предыдущего опыта, и как они повлияли на ваш подход к образованию, на те методы, которые вы сейчас используете в этом проекте и, в принципе, в вашей профессиональной деятельности? Я думаю, что очень сильно на меня повлияло мое детство, конечно, в первую очередь. И то, что я, как сейчас это называют, рефлексировала, да, очень много на этот счет. Я получала домашнее образование. Спасибо большое моей маме за смелость. Я, наверное, в середине первого класса оставила школу, вот, и у меня были сложности с обучением. Я слишком рано начала писать, слишком рано начала читать. В школе я не вписывалась, потому что была очень медлительной, получала плохие оценки не за то, что я плохо, да, считаю, например, а за то, что я не успеваю записать на контрольные примеры. Вот, и да, и из любопытства пошла в выпускной класс в экономический лицей в Киеве, чтобы посмотреть, что дети вообще делают, чем живут, потому что я жила очень такой самостоятельной образовательной жизнью дома. У меня были репетиторы, которые раз в какой-то период проверяли мои знания. И так я получала образование вроде как самостоятельно, вот, шла просто по программе, по учебникам. И в школе я была шокирована тем, что происходит с детьми, как внутри детства, да, так и в коммуникации со взрослыми. Вот, я не знала, что это так называется, но меня очень сильно булили, да, в тот момент. Мгм. И мне кажется, что весь этот набор непонимания взрослых, что со мной происходит, непонимание детей, что с ними происходит и почему они так коммуницируют, это все время было движущей силой помогать детям понять лучше себя и понять, как можно быть в мире с другими ровесниками, взрослыми, младшими.
Также меня очень поддержал опыт самостоятельной жизни в образовании. Мне кажется, я начала обучать детей, когда мне было 7 лет, причем делала это уже за деньги небольшие. Вот я готовила малышей к первому классу. Я очень увлекалась математикой, и мне казалось, что это лучшая сказка, которую придумал человек. Вот, и мне хотелось поделиться этим волшебством с маленькими детьми. Я продолжаю, мне кажется, делать это достаточно успешно. Я занимаюсь, мне кажется, что это лучшее, что я делаю, это остаюсь на связи с детьми. Вот. И весь этот опыт, он все время шагает со мной, не оставляя мне возможности забыть о том, зачем я, собственно, в образовании. А в нем я для того, чтобы понимать проблемы детей, истинные проблемы, их потребности, и помогать им переводить для них и для взрослых, которые рядом, которые значимы для них. Вот. Так что я думаю, что больше всего на меня повлияла моя личная история, очень красивая, многогранная, и я из всего, даже самого негативного, лимонного, сделала вкусный сок. Потом, конечно же, была моя очень такая активная позиция, инициативность и желание помогать детям, которые в сложных ситуациях. И когда я уехала учиться в Чехию, мне кажется, что в конце первого курса я получила свой первый грант для проекта подготовки детей из приютов в Украине, подготовки к поступлению в университет, потому что мне казалось, что у всех детей должны быть равные шансы, вот, и мне хотелось очень, чтобы у них была тоже возможность поступить в хорошие вузы Украины. Вот так начиналась эта история. И мне кажется, я все время, даже когда уходила чуть подальше от образования в бизнес, я все равно оставалась на связи с детьми, это было всегда для меня важно. Потом я основала фонд, и мы занимались детскими-сиротами в Украине. Я жила за границей, но всегда очень болела за детей, которые в Украине. Вот, сейчас я остаюсь за границей, я живу последние 12 лет в Израиле, но дети украинские меня также волнуют, наверное, потому что я очень хорошо понимаю ментальность. Вот. И тем не менее я преподаю здесь, работаю с детьми, которым сложно в школе, да, которых тоже не очень понимают, или они, может быть, никак не могут встроиться в систему. И самое интересное – это работать с младшенькими, которые только на пути, которым нужно укрепиться, и мне очень хочется быть для них опорой, плечом, ухом, как-то так. Вот. Вау, ничего себе. Я, если честно, шокирована вашей историей. А, И мне очень хочется сейчас задать дополнительный вопрос, потому что вы рассказали про свою собственную историю, как вы были на домашнем обучении практически все время, насколько я понимаю, в школе, кроме последнего момента, который был не очень приятным для вас, да, с точки зрения буллинга и социализации. И я просто сейчас нередко сталкиваюсь с тем, что люди по тем или иным причинам хотя бы временно вынуждены уходить на домашнее обучение, и люди очень боятся это делать, потому что теряется социализация, как они говорят, плюс родители боятся, что они не справятся с тем, что ребенок будет самостоятельно учиться. Ну, либо это очень дорого с точки зрения, там, если нанимать просто личных тьюторов по каждому предмету, либо это очень сложно там организовываться в группы, а, очень большая ответственность на родителей с точки зрения того, что ребенок, ну, сам все как-то выучит. Но при этом, ну вот как я слушаю вас, у вас очень позитивный опыт домашнего обучения, да, плюс вы еще и сами начали преподавать, то есть у вас прям чувствуется, что вы были очень заинтересованы не только в обучении, но и в преподавании с самого детства. Расскажите, пожалуйста, вот немножко о своем опыте.
Я думала, что это только мой личный опыт и мой позитивный взгляд на жизнь, когда моему сыну старшему пришло время идти в садик, а потом в школу, я была очень против. Вот. И в Израиле достаточно сложно, хоть и законным путем абсолютно возможно получить разрешение на домашнее обучение, чего, например, нельзя сделать во Франции, да, там это абсолютно запрещено, да, то, конечно, я поняла, что первое и основное – это то, что чувствует родитель, насколько он ощущает давление социума, да, как он подвластен этому. И если он чувствует в себе силы поддерживать ребенка и создавать для него просто обогащающую среду, да, потому что не нужно сидеть с ребенком и проверять все время, нужно создать так процесс, программу и расписание, чтобы ребенку самому хотелось все это делать, да, и тут очень важный момент происходит. Ребенок научается саморегуляции, да, ответственности, если хотите, планированию своему вот на том уровне малыша, да, 5-6 лет, ну пусть это столько, сколько он может взять сейчас, да, вот, например, сложить все на место или знать, что у него в этот день это день языка или рисования, да, это зависит от родителя, от фантазии или от того, кто помогает родителям, вот, потому что тут в Израиле я работала с семьями как раз в этом контексте. Я помогала либо составить программу для ребенка, либо таким образом расписание, либо методологию предлагала, по которой ребенку было бы легче учиться, потому что запросы были разные. Например, он совсем не любит писать, да, но нужно. И тут начинаешь что делать? Одна из моих ролей – это наблюдение, вот, потому что я считаю, и мне кажется, что это неизменная моя точка зрения, что дети всегда лучше всех знают, что им может помочь, да, что им нужно. И когда взрослого хватает терпения долго наблюдать за ребенком, прислушиваться к нему, то ответы всегда будут и по поводу того, как организовать процесс, и по поводу того, с помощью чего писать или считать, как лучше построить расписание на один день или на всю неделю, да, и это очень помогает ребенку самому прочувствовать, что ему действительно нужно, вот, потому что если ребенок, как я, например, я когда начала рано писать, это было слишком рано для меня, да, собственно, это тоже было моей мотивацией исследовать физиологию, рефлексологию ребенка, да, изучала разные подходы к тестированию физиологии на предмет того, готов ли ребенок писать уже. Вот, и это не проверяют, и вот когда малыш слишком рано что-то начинает делать, он был не готов, у него все смещается. Вот, и вылазят какие-то разные проблемы. И когда, например, мы с ребенком в 4 классе, да, возвращаемся назад и пишем без ручки, без карандашей, да, чтобы тело расслабилось, научилось заново писать, не перенапрягая какие-то части тела. Для этого тоже нужно внимательность и терпение, не давить. Но это большая смелость. И я очень-очень горжусь родителями, с которыми я работаю. Мне очень повезло. Они все готовы защищать, да, и быть на стороне ребенка, даже если он не вписывается в систему. Вот. Не знаю, ответила ли я на вопрос, но еще раз, и мне всегда очень хочется вдохновлять, наверное, или делиться смелостью с родителями и с учителями, конечно же. Не бойтесь инаковости детей, да, и если им нужно построить как-то совершенно иначе, не так, как диктует эта школа или программа,
их образовательный трек. Вот. И в том числе домашнее образование – это не изоляция абсолютно, да. В Израиле тоже очень переживают, например, что будет с социализацией, как ребенок будет потом общаться. И, конечно, домашнее образование – это не равно закрыться от общества. Мгм. Это скорее помочь ребенку организовать обучение чуть иначе, больше подходящее для него. По скорости, например, очень важно, да. Да. Вау! Мне очень отозвалось то, что вы говорите про наблюдение за ребенком и то, что ребенок лучше других знает, что ему конкретно нужно, как его нужно обучать. Потому что мне кажется, что очень часто действительно взрослые считают, что как бы они взрослые, у них есть опыт, у них есть видение, а это такой маленький человечек, который практически еще не пожил, и поэтому как бы что он знает, взрослые однозначно знают лучше. Мне кажется, что это такое очень устоявшееся видение мира. И действительно, оно в каком-то плане очень легкое, потому что ну, вы просто применяете то, как вы думаете. А именно наблюдение, оно требует огромного количества терпения, внимательности, вот этого слушание очень вовлеченного того, что говорит ребенок, наблюдение. И, конечно, как вот вы говорите про детей, которые писать начинают, насколько детально вы в это углубляетесь, насколько внимательно вы за этим наблюдаете. Вау. Наталья, и еще очень важно, когда взрослый наблюдает за ребенком, он понимает, что ребенок – это гений, который не будет зазря расходовать энергию. Да, если ребенок не понимает, зачем ему это, сейчас или чуть позже, для чего он не будет этим заниматься. Практическое использование для ребенка очень важно. Например, один из моих воспитанников, учеников и мой друг научился читать за 3 дня. Выучил русский алфавит и научился читать, хотя несколько Вау. месяцев ему предлагала бабушка, да, учить. И он мне сказал: Таля, только, пожалуйста, не показывай мне этот плакат с алфавитом, я терпеть его не могу. Я говорю: какой алфавит? Ну что ты? И я говорю: а что бы ты хотел? Вот зачем тебе вообще? Он говорит: я очень хочу написать письмо Деду Морозу. И мы благодаря и для этой цели за 3 дня научились читать, писать, и по сей день продолжаем это делать. Вот, то есть это было не просто одноразово, да, а он научился, правда, и читает сейчас замечательные книги, легенды Древней Греции, например, последнее, что он мне рассказывал, читал. Так что, да, наблюдение дает возможность, конечно, применять быстрее какие-то, в общем, использовать какие-то возможности, которые ребенок подсказывает для того, чтобы, вот сейчас, вот оно своевременно будет, вот сейчас. Конечно, можно со мной поспорить, а сколько я буду ждать, пока он захочет там учить, не знаю, таблицу умножения. Вот. То есть тут тоже можно какие-то небольшие делать провокации, предложения. Таблицу умножения тоже с детьми очень классно изучали, когда ходили в магазины. Вот. С ума сойти. Да. Знаете, вы мне сейчас напомнили, мне кажется, у меня муж, мне кажется, у него практически вот эти вот детские такие реакции, когда он чему-то учится. И вот то, что вы сейчас рассказываете, когда ребенок очень долгое время не мог что-то выучить, потому что ему не нравилась, да, вот эта вот сама таблица с буквами алфавита, но когда он увидел цель, он за 3 дня взял и начал писать. Я на самом деле и во взрослых людях вижу такое проявление. Вот я говорю, у меня муж то же самое. Пока он не поймет, зачем ему что-то нужно, пока он не поймет, не почувствует вот прям внутреннее желание что-то сделать, он этого делать не будет вообще никак, ни при каких условиях. Но как только у него появляется какое-то внутреннее понимание, осознание смысла, происходит просто какая-то трансформация, и вот буквально за там несколько дней человек может там с нуля, допустим,
получить какой-то навык или вообще измениться очень сильно, поменять свой паттерн поведения. И мне кажется, что психотерапевт в том числе вот такими трансформациями с людьми занимается, когда человек присваивает какую-то цель или знание, точнее, он сначала присваивает какую-то цель внутреннюю, а потом присваивает знания мгновенно практически. Да, вы очень правильное слово употребили, присваивает. Детям тоже это нужно присвоить. И ранее вы сказали, что взрослый – это такой человек, который как будто уже пожил и знает, как лучше. Мгм. Но присвоение из наших знаний про то, как лучше, у ребенка не происходит. Вот. И поэтому мы как будто бы должны действительно быть сопровождающим. Ну, такая у нас роль, я считаю. Не знаю, я как Мгм. мама и как педагог без педагогического образования. Вот. Я считаю, что я сопровождаю детей, я их не учу. Я так на уроках и говорю, я вас ничему учить не буду. Я могу вам помочь вспомнить что-то, да, рассказать свой пример, вот, провести исследование с вами чего-то, попрактиковать, но учить я вас ничему не буду. И это очень сильно меняет отношение к обучению, ко мне и в целом к другим последующим, возможно, учителям, я надеюсь. Очень здорово. И я хотела бы теперь вернуться обратно к организации учителя для украинских детей. Расскажите, пожалуйста, как и когда появилась идея создания и как организация помогает детям? И это проект, который был организован двумя друзьями, математиками, преподающими в лицее в Мюнхене, математическом. Когда началась война, они вместе со своими друзьями просто помогали ребятам из Киева, которые остались без школы. И, конечно, была задача поддержать их академически, но и они заметили, что есть эффект и такой психологический. Ребят немножко успокаивала такая рутина, да, подключение какое-то регулярное более-менее и разговор с спокойным взрослым, ну, возможно, на отвлеченную тему, либо можно было послушать, что ребенок рассказывает. И мы поняли, да, то есть тогда учителя поняли, что, во-первых, их уже много, да, какая-то группа, и нужно организовываться и приглашать других учителей. Вот. В тот момент основная задача проекта была это поддержать детей, которые остались без школы. Сейчас миссия, конечно, очень сильно изменилась, потому что все наши ученики через наш проект за уже третий учебный год прошло более 1700 ребят и учатся у нас, да, продолжают. Они уже все в школах, некоторые в двух, к сожалению моему, да, потому что дети, правда, это Мгм. сложно. И сейчас наша задача, мне кажется, по крайней мере, я такие цели ставлю перед собой, это искать форматы, методологии, которые помогли бы детям в этом ощущении растерянности ставить небольшие хотя бы образовательные цели и идти к ним. Вот. Мгм. То есть, да, организация поменялась, и когда я в нее пришла как волонтер, учитель дошкольников, все еще продолжалась вот такая поддержка, в основном массовое преподавание по украинской программе, да, потому что большинство детей оставалось массово, родители, точнее, даже не дети, да, родители были в надежде, что вот-вот они скоро вернутся, и, конечно, все занимались по украинской программе, чтобы не отставать. Сейчас ну, часть уже разделилась, да, отделилась на тех, кто оставил украинскую школу, кто держится в двух школах. Вот, поэтому какие-то цели уже сместились, акценты. Но Мгм. мы где-то ищем баланс
между тем, чтобы снизить стресс ребенка, да, потому что мы все равно продолжаем быть не школьными учителями, а теми взрослыми, которые могут помочь поддержать академически, но и послушать тебя, поговорить как друзья, да, возможно, поставить какую-то совсем другую цель, не идти по программе учебника, а иначе построить обучение. Вот. То есть тут у нас есть большое преимущество перед школами, это быть максимально настроенными на волну ребенка. Мгм. И мне кажется, что у нашей команды волонтеров это прекрасно получается. Ну да, я была на нескольких ваших встречах, и, конечно, видно, что люди прям горят своим делом, и видно, что люди горят тем, чтобы придумывать что-то новое, чтобы экспериментировать с форматами, чтобы подстраиваться под нужды детей и так далее. И я хотела бы вас спросить, с какими трудностями украинские дети сейчас сталкиваются? И вы частично уже ответили, потому что с самого начала это были дети, у которых остались без школы по той или иной причине. Потом это были дети, насколько я понимаю, эмигрировавшие, которые оставались там в каком-то случае в двух школах, украинской и зарубежной. И плюс вы нам немножко поговорили про стресс, который дети испытывают. Ну, может быть, вы можете рассказать поподробнее, да, вот эмоциональные и академические проблемы, какие основные? Я думаю, что недавно мы, мне кажется, на нескольких рабочих встречах обсуждали, что нащупали такую невидимую, негласную проблему. Это, и она не совсем у детей, да, она у взрослых, она у родителей. И она легитимна, да, это состояние очень-очень высокого переживания за то, какое будущее будет у ребенка. И на фоне этого переживания, я бы даже сказала, страха, родители иногда принимают решения, которые не идут на пользу ребенку здесь и сейчас. Например, очень перегруженный день или учебная неделя. Вот. Потому что они хотят как лучше, абсолютно с ними согласна и все прекрасно понимаю. Это две школы, например, это репетиторы, это кружки, это плюс мы, например, да, еще. Это все время, где не остается для ребенка просто возможности ничего не делать, что тоже очень важно. И мне кажется, что последние полгода мы начали больше разговаривать с родителями, вплоть до того доходит, что в личных разговорах, когда они обращаются за какой-то конкретной образовательной поддержкой к нам, например, всемирная история, да, нужно подтянуть. Не люблю это слово, но оно, к сожалению, часто звучит. И разбирая, да, особенности, расписание, вообще настроение и состояние ребенка, мы можем прийти к выводу, что вообще не в этом ему поддержка нужна, не в этом предмете, да, или не сейчас, или не в таком формате, как урок, да, вот. И мне очень радостно, что большой процент родителей прислушивается к нашим советам. Вот. И где-то мы меняем, мы снижаем их стресс, мы меняем образовательный какой-то процесс у ребенка. Мы, иногда даже такое бывает, что, пообщавшись с семьей, мы придумываем какой-то новый формат или новый внутренний маленький проект, да. Собственно, ваш курс по повторению тригонометрии так и родился, Из когда разговора с обсуждали, родителями, да? да, из разговора с детьми, Мгм. да, да. Вот, и до этого тоже некоторые программы, в том числе по математике, также рождались из разговора с детьми. Очень, очень ясно стало и понятно, что детей вот такая вот поддержка рутинная, какая-то
она добавляет им безнадежности, то есть как будто это будет что-то такое бесконечное, как и школа, и никогда их никто не оставит М, в покое, да, и мы решили, что мы будем давать им ясные, помогать им, и, во-первых, помогать им формулировать ясные цели, да, конкретные очень, и давать им определенный отрезок времени для того, чтобы вот это спокойствие, что я дойду до этой точки, я решу свою задачу, проблему, и это закончится. Этот период понятен, ясен, прозрачен. Вот. И, конечно, это нам еще дает возможность помочь детям не быть потребителями образования, что лично для меня очень важно. То есть это такая самостоятельность, возможно, она не сразу появляется, дети не всегда вообще хотят думать о том, а что у них не так, просто отстаньте от нас. Вот. мгм. И на первые 3 круга на вопросы, как ты думаешь, как бы я могла тебе помочь, или учитель, как, по какому предмету тебе мог бы помочь, да, у меня все нормально, у меня все нормально. И потом мы потихоньку можем выйти на какой-то разговор доверительный, когда понятно, что я не директор школы, что оценки мы не будем ставить, что мы здесь только для того, чтобы помочь, но мы не можем помочь, пока ты, да, не сможешь сформулировать, в чем, собственно, проблема. Вот, и это нам дает возможность, во-первых, а, снижать стресс у родителей. У них получается снижать стресс, я надеюсь, не стресс, а давление на ребенка. И вот втроем работать – это идеальная модель, конечно. Я желаю этого школам всем, да, образовательным учреждениям. Я очень хотела бы, чтобы у нас было так впредь. И это самая эффективная модель помощи ребенку в образовании, мне Вы кажется. знаете, тоже очень сильно отзывается вот этот момент, когда кто-то начинает заботиться настолько, что практически инвалидизирует самого человека. Потому что когда ты привыкаешь, что за тебя кто-то принимает решение, как кто-то лучше тебя знает, что тебе и как нужно, кто-то строит полностью твою рутину, твое расписание и так далее, то здесь теряется даже мотивация самому что-то думать и самому брать на себя ответственность. У меня нет детей, но я даже в отношениях это замечаю, как очень легко свалиться в какое-то контролирующее поведение, а человеку второму свалиться в полное отсутствие интереса и мотивации и контроля над тем, что происходит. И в этом плане, да, вот вы рассказываете, как родители, с одной стороны, очень сильно переживают и сваливаются вот в эту гиперконтролирующую позицию, а дети в этот момент абсолютно теряют мотивацию и не чувствуют, что они вообще могут выбирать что-то в этой жизни. И вам приходится, да, какое-то продолжительное время тратить на то, чтобы просто дать им вот это вот чувство, что они контролируют процессы, что они могут сами думать о том, какие у них проблемы, какая помощь им нужна и так далее. Да, да, и мне кажется, это очень, очень важная, невидимая, маленькая подмиссия. Мгм, мгм. Я вижу, что через это можно, правда, пробудить агентность, какую-то субъектность у детей. И они от этого и появятся силы и понимание, что да, я решаю, да, у меня есть выбор, и вообще я все контролирую, и будет ровно так, как я хочу. И тогда и цели появляются, и действительно мотивация, абсолютно согласна. Мгм. И вы говорите про стресс, но помимо вот этого обычного образовательного стресса, который есть у детей и у других, да, и, ну, здесь еще иногда докладывается то, что это две школы и две образовательных системы, но помимо этого это еще и дети, которые однозначно все до единого пережили очень глубокую травму, будь они в Украине, когда началась война, или будь они за рубежом. Многие из них были вынуждены покинуть свои дома, и то есть поверх вот этого всего образовательного стресса накладывается вот эта вот огромная травма, которой там у нас с вами, допустим, не было. Вот, может быть, расскажите о том,
Влияет ли это на образовательный процесс? Ну, я думаю, что это однозначно влияет, как бы насколько это влияет. И что вы делаете, чтобы помочь с этим? Может быть, какие проявления вы видите этого? Мгм. Конечно, влияет. И, конечно, у кого-то это проявляется в какой-то агрессии, да, или в каком-то напряжении на уроке, или в замкнутости. У кого-то это проявляется в апатии, в незаинтересованности ни в чем. И мне кажется, что у нас опять выгодная такая позиция, где мы не обязаны отчитываться в журнале, да, за пройденный материал. И это, конечно, нужно было еще какое-то время доносить до учителей, потому что очень переживали учителя, что они не двигаются в каком-то хотя бы размеренном, но темпе. Э, Иногда приходилось поговорить о чем-то, да, как, о состоянии, о переживаниях, о грусти, и на это могло уйти 15 или 30 минут урока, и мне, получается, учитель не прошел ту тему, которую запланировано, да, по плану, вот, и переживали учителя, и я очень надеюсь, что и мы продолжаем, в принципе, об этом говорить на наших учительских встречах, что это скорее самое важное, что мы делаем. Это даем пространство ребенку проявить свои эмоции, чувства, состояния, задать какие-то неудобные вопросы, возможно, или рассказать то, что никто не может уже выдержать и выслушать. Вот, к сожалению, у нас нет большого количества каких-то форматов, где дети могли бы работать с травмой, но, в принципе, это не цель нашего проекта, и тем не менее мы держим это в фокусе, и это один из акцентов нашей работы, это быть человеком-пространством, в котором ребенок может себя проявлять по-разному, вот, проявлять свои эмоции и чувства. И, собственно, наверное, этому очень сильно способствует то, что мы работаем либо индивидуально, наши волонтеры, либо в очень маленьких группах, вот, и очень внимательны, очень внимательны. Я, как учитель, я работаю с младшенькими, с младшей школой и веду группы медленного чтения и сказочную мастерскую. И тут у меня есть, конечно, пространство для того, чтобы разгуляться, потому что мы с детьми много разговариваем, много пишем, и это помогает детям прожить что-то, что очень тяжело. Вот. Какими-то бережными методиками арт-терапии, которыми я обладаю, я помогаю им, да, создать историю свою или почувствовать безопасное пространство, где можно рассказать о том, что беспокоит. Вот. Какие-то другие учителя это делают по-другому, где-то просто слушают молча, где-то отвечают на вопросы. В общем, но я знаю, что это происходит в той или иной степени. Меньше, конечно, уже со временем, но все равно. Мгм. Внимание и наблюдение, как вы уже Да, раньше говорили, за детьми. да. Да. И вы упомянули несколько очень интересных проектов. Вот вы сказали про медленное чтение, про арт-терапию. Я знаю, что у вас в проекте есть большое количество еще каких-то междисциплинарных проектов. Ну вот я увидела на самом деле довольно много всего, с чем я никогда в жизни не сталкивалась. Вот, может быть, приведите несколько примеров таких каких-то оригинальных проектов и как они помогают детям в этом случае. Почему междисциплинарность сыграла такую хорошую роль, мне кажется, это как раз попытка наша уйти от школы, да, дать понять ребенку, что он не в школе, что можно как-то по-другому учиться. И, например, у нас есть проект, где дети учат английский через творчество. Они рисуют, лепят и параллельно изучают английский язык.
А, Дети не переживают, не боятся сделать ошибок. Это невероятно терапевтически влияет на них, они могут болтать, а, а снижение стресса и интереса, потому что им нравится то, что они делают, он помогает учиться, вот, помогает запоминать. Потому что когда ребенок делает это с радостью и с собственным желанием, а не родительским или учительским, да, то это всегда большой-большой-большой прогресс, успех. Вот. Я в медленном чтении или в совместном чтении на иностранных языках в наших группах вижу очень классную атмосферу. Дети не боятся делать ошибок, задавать глупые вопросы. Поэтому, да, междисциплинарность и какие-то нестандартные форматы нам очень помогли показать детям, что мы друзья. Наверное, это очень важно. Безусловно, я не говорю о ребятах, которые заканчивают школу, им нужно готовиться к экзаменам. Там, конечно, другая рутина, там уже не поиграешься. Но хочу подчеркнуть, что у нас нет цели делать образование развлекательным. Да, мы все равно следим за тем, чтобы образование было в большей мере, но в диалоге, не давлением. Вот. И все так же акцентируя внимание на то, что думает сам человечек маленький, великий, да, что он чувствует, как ему. Вот. Вы знаете, насчет снижения стресса и насчет того, как дети намного лучше воспринимают информацию, когда они не боятся сделать ошибку и когда они могут там проявляться сами собой, такие, какие они есть. Мне это очень издевается, потому что я начала преподавать, когда я была в университете, и я в основном готовила как раз к выпускным экзаменам, либо из средней школы, либо из старшей школы уже и к поступлению. И я готовила детей к математике. То есть это действительно, там есть четкие сроки, там есть конкретный экзамен, который нужно сдать, там нет времени, вот там, я не знаю, играть с детьми, да, много, там нужно вот именно готовиться и учить какие-то определенные темы, но очень часто с чем я сталкивалась, это с тем, что особенно дети отстающие, которым нужно, вот, допустим, подтянуть просто хотя бы, чтобы тройку получить и не выйти со справкой из школы, да, а, им как-то с самого начала внушили, что они просто не способны изучить математику. И пока это чувство у ребенка есть, его невозможно вообще ничему научить, ни к какому экзамену его подготовить, ничего, потому что у ребенка просто в голове стоит блок, который говорит ему, я не способен это сделать по той или иной причине. Возможно, ему нужно было больше времени, а у учителя не было этого времени. Возможно, он там сравнивал себя с какими-то другими друзьями, у которых лучше получалось, и всегда на их фоне он выглядел хуже. Или, возможно, там было прямое какое-то унижение со стороны учителя или со стороны родителей или со стороны друзей и так далее. Но именно вот этот момент меня всегда удивляло, что насколько сложно вот перебороть вот этот момент, когда у человека стоит блок, насколько вот прям мельчайшими шагами, я не знаю, там мы решаем задачу и разделяем ее, я не знаю, не на 3 пункта решения, а она там 33. И вот каждый маленький момент, но в тот момент, когда у человека появляется хотя бы вот такая вот искра, что, вот какое-то маленькое действие я сделал сам, вот здесь я понял сам и так далее, как только появляется вот это вот хотя бы небольшое ощущение успеха, после этого процесс ускоряется в разы. И да, поэтому меня очень сильно отзывается то, что вы говорите. Да, тут из этой мысли, да, что такими маленькими победами нужно вернуть ребенку ощущение того, что он все может, он все поймет, как раз помогает то, что мы возвращаемся, мы повторяем материал, вот, и я думаю, что этих программ будет еще больше. И нужно вернуться в точку, где ребенок был сильным, и из нее продолжить.
Я надеюсь, что это поможет нам не дойти хотя бы с каким-то количеством детей до ситуации, где вот уже выпускной, да, или вступительный экзамен, а я ничего, я никак. Мгм. Вот. И, ну, конечно, когда рядом оказывается такой взрослый, как вы, например, да, который понимает эту проблему, готов ей уделять внимание, готов позаботиться, лишний раз сказать, как здорово получается, и это будет не лесть, да, а вы Мгм. правда восхищаетесь стараниями, которые ребенок прикладывает. Это маленькие изменения, которые, возможно, мы с вами не увидим, но потом через 2-3 года самооценка будет там, где нужно, и уже взрослый человек не попадет в ситуации, в которые он мог бы попадать на работе, да, в личных отношениях, не решив он вот эту вот маленькую загвоздку, да. Поэтому очень важна внимательность. Вот. Сто Тогда, процентов. Я вот смотрю на себя, смотрю на своих друзей, сверстников. Люди в 30 лет приходят в терапию вот примерно с такими вопросами из детства. Да. да. А еще я хотела бы у вас спросить по поводу подходов, которые используются к образованию в разных странах. Потому что вот вы говорите, что люди некоторые выбирают оставаться в двух школах, в украинской и в зарубежной, и они делают это, видимо, по какой-то причине, что им кажется, что очень сильно расходится программа. А у вас есть опыт в Германии, насколько я понимаю, и в Израиле понимание образовательных систем, ну и украинскую образовательную систему вы понимаете. Вот расскажите, пожалуйста, о том, в чем их сходство, в чем их различие, и, возможно, есть какие-то сильные стороны в каждой из них, и как вы их используете в образовании. Конечно, родители наших учеников остаются в украинской школе по двум причинам. Это то, что я слышу от родителей, да, это не мои домыслы. Первое, это, конечно же, надежда и желание вернуться домой, и чтобы у Мгм. ребенка не было пропуска. А второе, это они видят, что слишком сложно ребенку в местной школе, например, в немецкой, и понятно, что он не перейдет, допустим, в гимназию, да, а потом не поступит в университет. Мгм. А если останутся в украинской школе, получат аттестат, то тогда есть возможность поступать в вуз в обход Мгм. всей вот этой вот истории, да, про переходы. И это основная мотивация, почему продолжают оставаться в украинской школе, к сожалению. Самое большое отличие украинской школы от какой-либо другой европейской в том, что в украинской системе, как бы это сформулировать, акцент на то, и что ты должен запомнить чужие знания, да, что думали Мгм. другие, а в школах вне Украины очень большой акцент на то, что ты думаешь Мгм. об этом. Вот. И, конечно, когда дети встречаются с такой свободой мысли, где им задают очень много вопросов, а они не могут даже перестроиться на то, чтобы какое-то мнение свое высказывать, да, потому что они не размышляли над этим, что они думают по тому или другому вопросу, не анализировали, возможно, так, как это стоило бы делать, да, для того, чтобы сформулировать свое мнение. Конечно, в Украине очень сильная школа в том плане, что требований много, да, очень насыщенная программа. И, например, я очень хорошо помню, какое было удивление в университете, когда я говорила, что мне 15 лет, и я закончила школу, и мои знания соответствуют тому, что, да, прошли чехи к 21 году. Вот, то есть конечно, в этом и сила, и большая слабость украинского образования, потому что это очень большой стресс, очень большое давление,
вот, на период детства. И очень мало, мне кажется, анализа. Очень мало. Мгм. Да, и мне кажется, что это сталкивается вот с проблемами, которые возникают у взрослых людей в нынешнем мире, потому что нас учили действительно запоминать большое количество разной информации, но мы оказались в мире, где эта информация в момент стала практически неважной, потому Да, что у нас сейчас есть, до этого у нас был Google, в кармане. Сейчас у нас есть голосовой чат GPT в кармане, когда я просто нажимаю кнопку, задаю любой вопрос, получаю ответ. Другое дело, что очень важно становится оценка этой информации. Получаю ли я настоящую информацию, правдивую информацию, могу ли я перепроверить эту информацию. И с учетом того, что там огромное количество информации мы получаем из соцсетей сейчас, мы не знаем каждый конкретный там ролик, он так или иначе откладывается, но мы не знаем, это правда или это неправда, или это сгенерировано искусственным интеллектом, вообще какое-то не имеющее к реальности событие и так далее. И вот именно вот этот анализ становится очень важным навыком, который у большого количества людей просто нет сейчас. нет, я тоже вижу в этом самую большую сложность сейчас. Критическое Мгм. мышление – это то, что очень-очень нам нужно всем. 100%. А, И в конце я хотела бы вас спросить тоже вот про ваш опыт в организации «Учителя для детей Украины». Возможно, были какие-то переломные моменты, какие-то моменты, которые повлияли на деятельность организации очень сильно, что-то, что вам запомнилось, что-то, что принесло какой-то дополнительный смысл? Э, Наверное, это в этом году в этом учебном году, я имею в виду, да, с сентября месяца, мы всех своих предыдущих учеников, которые продолжали учиться, и новых, которые приходили, мы интервьюировали, мы проводили с ними собеседование. Это нам дало намного больше понимания, что вообще происходит и что могли бы мы делать, да, с тем, что происходит, как бы мы могли действительно лучше помогать. Если до этого на нас просто пачками сыпались заявки, мы успевали как-то это обрабатывать и реагировать просто онлайн, письменно, да, то сейчас началась такая эра живого общения. И это очень сильно изменило ощущение вот, в проекте, и от этого изменилось много, я бы сказала, каких-то попутных целей маленьких, да, на учебный год. Вот, это было переломным. Такое Мгм. решение, оно оказалось даже более успешным, чем мы могли закладывать. Вот. То есть более глубокий анализ на моменте принятия ребенка в систему, да? Да, да, потому что, например, в прошлом учебном году мы столкнулись с такой проблемой, да, часто жаловались учителя на то, что дети очень пассивны на уроке, могут пропускать часто уроки, и мы проводили свое внутреннее исследование о том, что происходит. Вот, и мы поняли, что дети очень перегружены, их расписание просто трещит по швам, и, конечно, у них нету сил, и в новом учебном году мы решили больше общаться, глубже понимать состояние ребенка. И вот как раз то, о чем я уже говорила, в какие-то моменты мы даже можем прийти с родителями к выводу, что не нужно ничего дополнительно, да, или Мгм. входите на рисование, и этого достаточно. Вот, дайте разгрузку. Или меняем просто подход. Ну, например, понятное дело, что с ребенком, которому мама просит поддержку в математике, а я с ним разговариваю, и очень классный мальчишка мне говорит: Тали, я ненавижу математику.
И я говорю: дружок, ну я тебя понимаю прекрасно, ты не обязан ее любить, но скажи мне, есть ли у тебя задача написать контрольную? Вот. Чувствуешь ли ты в себе силы, да, чтобы сейчас месяц подготовиться к ней? Он говорит: ну месяц я согласен. И так вот Мгм. тоже родилась программа подготовки к контрольной, например, да. Стало как-то честнее, что ли, я бы вот выразилась так, честнее диалог с детьми. Вот. Как здорово. Да, да. И, возможно, вы можете дать какой-то совет, и родителям, которых, дети сталкиваются с трудными ситуациями, ну и украинским родителям, и на самом деле любым другим, у которых возникают, вот проблемы, с образованием ребенка, который там, с дополнительным стрессом от системы образования. И, возможно, педагогам, организациям. Да, я, конечно, никогда не считала себя вправе давать какие-то советы. Я могу делиться опытом, и мой опыт говорит о том, что лучше всего работать, конечно, по методике конкретно этого ребенка, да, не общеобразовательной, не по курсу, который держит школа, а вот если что-то не так, и непонятно пока, что именно, дать время ребенку. И это касается, конечно, не только детей, которые пережили большой стресс, да, и очень сильно изменилась их жизнь без на то их разрешение. Вот. Это касается всех детей, всех абсолютно. Это не то чтобы универсальный совет, да, но универсальный способ найти что-то не универсальное, потому что универсальных методологий не существует. Вот, но найти что-то, что поможет ребенку быть собой. И ведь, Мгм. по сути, образование, оно не для того, чтобы мы стали все очень успешные по математике, да, или на каком-то одном уровне. Это для того, чтобы мы нашли, что нам нравится, что бы мы хотели больше изучать, чему хотели бы посвятить жизнь. Вот. Мне кажется, что прислушиваться к детям и не бояться, если кто-то это будет критиковать, наверное, это то, что делала моя мама, это то, что продолжаю делать я. И мне бы очень хотелось, ну да, обнять всех смелостью и, да, не бойтесь быть адвокатами детства. Так я называю наших учителей. Да, и мне кажется, вы очень много говорите о заинтересованности и очень активном внимании к ребенку. И мне кажется, что это решает в том числе проблему, о которой очень часто говорят, когда ребенок закрывается, когда ребенок не хочет с нами разговаривать, и когда родители не совсем понимают, через что проходит их ребенок, потому что там они задают ему вопрос, получают на этот ответ все нормально, там ребенок не хочет говорить о том, что происходит в школе и так далее. Да, буквально месяц назад на созвоне с мамой одного нашего ученика спросила: Таля, пожалуйста, а что делать? Посоветуйте. Он на все вопросы отвечает: у меня все хорошо. Ничего не рассказывает, никак вообще. Я говорю, ну, да, мы пригласили его, с Колей уже какое-то время мы знакомы, например, да, потому что он решил тоже волонтерить и помогать детям младших классов по математике, вот, и я говорю: слушай, такое иногда бывает, что слова очень сложно составить в какое-то предложение. Бывает у тебя такое? Да, говорит, я не знаю, как это сказать. И я говорю: а что, если мы будем разговаривать фотографиями? Вот ты что-то заметил важное в течение Мгм. дня, на что ты обратил внимание, сфотографировал и поделился со своим партнером в таком проекте. Говорю: да, согласен. Вот. И сейчас происходит вот такой фотодиалог, внутренний маленький проект у нас появился, фотозаметки. Дети разговаривают фотографиями. Вот. Как Просто про, классно.
про то, что, на что они обратили внимание, что было важно в этот день для них. И Да, прогресс такой, Наталья, что они начали писать объяснения к фотографиям. слушайте, как здорово. И мне кажется, и вы Да, говорите, это дети между собой так общаются, да? Или они да. еще и с родителями так общаются? Родители в группе с их разрешения, но родители молчат. Да. Как здорово. Нет, меня очень вдохновляют все ваши оригинальные и такие классные, такие человечные, добрые проекты. Спасибо. Это все дети. Это все они. Да. Я обязательно оставлю ссылочки на вашу организацию, на все ваши контакты. Но скажите напоследок, кто вам может помочь и как вам можно помочь? Да, И вот нам, насчет учителей, и в том числе вы сейчас упомянули, что ребенок учит других детей, да, то есть дети тоже могут становиться волонтерами у вас, насколько я да, понимаю. да. Это наша внутренняя такая программа Kids for Kids. Тоже в разговорах с детьми появилась, конечно же, и ребята старших классов помогают, например, пятиклассникам или шестиклассникам по каким-то предметам, в которых они чувствуют силу. Это даже групповые встречи, мы такие организовываем Homework Club, где они просто домашкой занимаются вместе. Те, кто делится какими-то знаниями, даже без педагогического образования, люди, которые ведут совместное чтение или литературные клубы, или рисование, да, то, чем очень хочется делиться с детьми, мы приветствуем всех. Конечно же, учителя иностранных языков и математики – это самые основные наши запросы. Вот. И мы всегда очень рады сотрудничеству с проектами образовательными в разных странах. Приглашаем побрейнштормить, потому что всегда можно найти что-то общее, что могло бы помочь ребятам быстрее адаптироваться или, да, снизить стресс, как всегда. Вот, найти друзей или научиться через какой-то инструмент рассказывать о том, что происходит, что мне интересно. И, конечно же, нам не помешает, и всегда мы очень рады, если у нас есть возможность поддержать финансово. Вот. Супер, спасибо вам большое. Да, Наталья, вам спасибо. На этом на сегодня все. Я очень надеюсь, что вы почерпнули из нашего разговора что-то полезное. Если да, пишите обязательно об этом в комментариях. Также оставляйте любые вопросы, которые у вас остались, или делитесь своими историями. Мы с удовольствием общаемся. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. И до встречи на следующих неделях. Пока-пока.